Привет! В этом видео отвечаю на вопрос, для чего нужна своя прививка. Какой в ней смысл, если можно купить саженец в питомнике. Благо этих и этих у меня в саду достаточно, и постараюсь ответить развернуто. Как говорится, только факты и следствия. Не переключайтесь. И вы измените свое мнение. Или укрепите его. Или тогда напишите об этом в комментарии. Итак, самые первые преимущества и самые важные у собственной прививки. Это увидел дерево, которое понравилось, срезал веточку и привил. Вот с этого дерева в прошлом году взялась ветка и привил на лычу. И в этом году на ней уже есть плоды. Сейчас мы их сравним. Вот если возьмем с этого дерева, с родительского дерева, самые крупные плоды, которые вот на макушке считай, не те, которые внизу. Другими словами, вы точно знаете, что прививаете, и в результате плоды могут оказаться еще и крупнее. Это как бы бонус. Подвой здесь алыча. Он мне ничего не стоил, был найден понад дорогой. Так что на него можно привить и абрикос, и сливу, ну и, как мы видим, персик. А вот саженец из питомника, он стоит денег. И навряд ли даст первый год плоды. Хотя бывают исключения, об этом тоже скажу. Сейчас пока о сюрпризах, которые вас ожидают, если будете сотрудничать с питомниками. Не переключайтесь. Вот этот ряд инжира, еще в той стороне пару саженцев, были куплены в 2 питомниках. И сорта дублировались. И сейчас посмотрим, какой сюрприз меня ожидал. Вот это сорт далматский. Садовод Крым. Вот, запомните лист. Такой широкий. Это тоже далматский и тоже из Крыма. Питомник крымский фрукт. Лист здесь не такой широкий. Ну вот к которому питомнику верить. У этого питомника крымский фрукт. У них в партии косяков было гораздо больше, чем у питомника садовод Крым. Кто знает по листу, какой это сорт, напишите в комментариях. А мы идем дальше. Вот это плакучая яблоня, тоже из Крыма. Приехала, посадил, листочки распустились, вроде все нормально. А потом они вот как бы стали увядать. Я даже испугался и вот срезал почку и привил у себя. Вот это было в начале лета. Потом оказывается, вот отсюда примерно выходит так, стружка сыпется, дырочка. Стал выковыривать, оказывается внутри жучок. Это саженец приехал с этим жучком. У меня такого нет в саду. И вот здесь ствол, он был весь, видите, проеден. Это я его вычищал, промывал марганцовкой и вот так пленкой наматываю. Вот этот стволик, он же ломался. Вот я, видите, вот веточку подвязывал. Ну, вроде живет до сих пор. Кстати, на днях буду ее прививать у себя. И сниму видео. Дальше. Может быть такое. Это сакура. Листочки распустились, а потом вот так вот. Это тоже стоит денег. Может быть и так. Саженец ореха тоже погибает. Не дешевый. Ну, а который рядом, он чувствует себя нормально. Ну, я к тому, что проблема, думаю, не в земле, не в уходе. А вот здесь понад забором у меня такое, что-то вроде штрафстоянки. Высаживаю сомнительные саженцы, которые, ну вот это, видите, отклемался. Минус. Это был киви. Минус.
Ну, вроде тоже оклемался. Тоже. Это, скорее всего, из-под корня. Нектарин. А от кого? Беккер. Да, страна должна знать своих героев. И, конечно же, есть положительное у питомников. Это дерево, которым я очень доволен, было куплено у питомника «Садовод Крым». Это плакучая шелковица. Стоит, конечно, приличных денег, но стоит этого. На ней уже в этом году были ягоды. И самое интересное, они не поспевают вот так все хором, а на протяжении всего лета. Чтобы создать такое дерево самому, мне бы на это ушло минимум 3 года. Вот на днях буду его прививать. Не переключайтесь. К вам может приехать саженец вот с такой напастью. Их было 2 саженца. Тот другой я вроде смог вылечить, а этот никак. У меня в саду такого не было. А сейчас вам покажу свои деревья, свою грушу. Эта груша тоже мелькает в наших видео. Смотрите, вот старые листья нормальные, а молодые А знаете, чем еще отличаются такие плоды от покупного дерева? Это вкус гордости за свою работу. И напоминаю, что без финансовых затрат. Так что делайте выводы. Саженец из питомника или своя прививка. А впереди нас ждет еще много интересных прививок со вкусом гордости. Всем здоровья и пока-пока.